Привет всем зрителям Качковского физкультурно-познавательного канала Дед Мотор. В этом выпуске мы обсудим пророческие слова про печальное будущее бодибилдинга, которые говорил один из самых главных популяризаторов современного качковского движения, семикратный чемпион мистера Олимпия Арнольд Шварценеггер. Он еще в прошлом, 2021 году, говорил на эту тему следующее. Можно предположить, что число травм головы у бойцов ММА и в футболе перевесит количество отказов работы органов в бодибилдинге. Но бодибилдинг намного хуже и смертельней, и мы должны это срочно исправить. Потому что культуризм должен быть направлен не на уничтожение, а на укрепление здоровья атлетов. «Я не знаю, — говорит Арнольд, — будет ли это означать большое количество тестирований или большее продвижение других подразделений. Но так или иначе, по мнению Арнольда, регулярный допинг-контроль принесет большую пользу бодибилдингу в будущем, а самой популярной и безопасной категорией, доступной для всех, станет Classic Physique». И вот недавно Шварц снова поднял эту тему в связи с регулярными и очень опасными тенденциями, происходящими в бодибилдинге. Ведь трудно не заметить, что за последнее время в профессиональном культуризме стали массово помирать очень выдающиеся атлеты. Например, Шон Роден, ушедший из жизни в 2021 году в возрасте 46 лет. Также в 2022 году скончался любимец Арнольда, 44-летний Седрик Макмиллан. И еще в 2021 году среди известных бодибилдеров помер Джордж Питерсон, которому было 37 лет. И это мы сейчас перечислили только известных атлетов, которые были, так сказать, на слуху. В одном только 2021 году этот мир покинуло намного больше бодибилдеров. Например, среди внезапно скончавшихся 37-летний Пол Полочек, Пол 35-летний Исаак Гавидель и самый молодой в этом списке Бостин Ллойд. Ему было всего 29 лет. И еще помер Том Принц. Он смог дожить до 52 лет. Ронда Куарежма тоже в 52 года представилась. Также этот мир покинула большая мускулистая женщина, 46-летняя Алена Хатвани. В общем, тенденция намечается очень печальная, и бодибилдеры как будто бы объявили массовый челлендж, который называется «Кто быстрее накачается и помрет». Сам же Арнольд Шварценеггер в своем очередном недавнем интервью стал утверждать, что нынешние бодибилдеры слишком сильно зациклились на размерах своих мышц. Они, по мнению Арнольда, зашли слишком далеко, стали слишком экстремально объемными и конкурентоспособными. Теперь они будут брать все больше и больше вещей, которых им не положено, и порой это просто их убивает. Еще Арнольд Шварценеггер объяснил то, как вес продолжает увеличиваться, а с самим выступающим бодибилдерам это приносит больше вреда, чем пользы. Чем экстремальнее и чем более конкурентоспособными становятся лучшие спортсмены, тем все большие веса они поднимают на тренировках. Но их тело для таких нагрузок вообще не предназначено. Арнольд также напомнил и о рисках для здоровья, связанных со стероидами. Иногда они принимают препараты, которые вредны для здоровья и делают их такими сильными. Но при этом сухожилия и кости не рассчитаны на такой вес. И тогда возникает действительно опасная ситуация. В качестве примера Арнольд Шварценеггер привел лыжи. Хотя лыжи для некоторых могут являться способом хорошо провести время в отпуске, но сам лыжный спорт может быть опасен. Преимущества бодибилдинга, конечно же, огромны, но это уже не касается современного профессионального бодибилдинга. В прошлом году на эту тему также высказался и самый известный по своим тяжелым операциям
инвалид бодибилдинга Ронни Коллиман. По его мнению, диуретики следует срочно запретить из-за смертельной опасности, которую они несут при неправильном применении. И еще в мае этого года бодибилдер Сет Ферроси и тренер Грег Дусет в очень длинном 2-часовом видео обсудили проблему психологической зависимости от стероидов. Они много говорили о последствиях злоупотребления этими препаратами. В целом, в последнее время звезды железного качковского дела стали открыто говорить на наболевшие темы, и они пытаются донести до любителей бодибилдинга, что в приоритете у каждого человека должны быть не огромные рельефные мышцы, а здоровое тело и адекватное сознание.